Александр Энберт восхитился показательным номером серебряного призера чемпионата России 2023 года в женском одиночном катании Камилы Валиевой в образе вампирши Уэнсди Адамс. «Я Камилу такой еще никогда не видел. И мне как зрителю это очень зашло, очень понравилось. Думаю, что для нее это был интересный челлендж, и в творческом плане это для нее новая веха, которая, возможно, что-то раскроет в будущем. Бывает, что ты попробовал что-то в показательном номере и начинаешь думать о том, чтобы вставить это в свои программы. Возможно, в следующем году мы увидим что-то новое от Камилы. Прекрасный выбор музыки от штаба, и думаю, сама Камила тоже внесла свой вклад. Очень трендовый, современный и прекрасный номер. Надо не бояться современных программ и новых прочтений. Когда в фигурном катании были запрещены слова, мы слышали много инструментальной классической музыки, и она прекрасна. Разнообразие должно быть, в том числе самое свежее», — сказал Эмберт. Также Александр высказался о дебюте Анны Щербаковой в качестве ведущей ледникового периода и сравнил ее с Алиной Загитовой. «Конечно, приятно видеть новые лица. Наших олимпийских чемпионок, и Алину, и Анну, вместе в кадре и по отдельности. В плане различий сложно сказать. Это два человека, прекрасно разбирающихся в фигурном катании, знающих всех нас и понимающих идеи, которые мы доносим в программах. Конечно, они обе видят какие-то сложные моменты и ошибки. Также могу сказать, что всегда было интересно наблюдать за их нарядами. Видна разница в их вкусах, в платьях, в прическах и в макияже. У Алины одни образы, у Анны другие. Самое яркое различие между ними было в подборе образов для программы. А в плане остроты вопросов надо сказать, что Анна прекрасно справилась. Алина уже имеет опыт работы в этом проекте, а Анна влилась в проект с первого раза максимально хорошо. Здесь просто мои аплодисменты Ане за эту моментальную перестройку от спортсменки к ведущей. Настолько прекрасный ведущий, насколько это вообще возможно. Она приятно удивила и восхитила», — добавил Эмберт. «На чемпионате Европы российских фигуристов не будет, а значит, нужен компенсационный турнир. Таковым был выбран Кубок Первого канала, который традиционно проходил немного позже. Точный формат и регламент на соревнованиях пока неизвестен, кроме двух главных вещей. Соревнования снова станут командными, а также на нем не будет соревнований по танцам на льду. Вернее, организаторы пригласят два лучших в стране танцевальных дуэта для показательных выступлений, но не более. Федерация восприняла кризис в дисциплине буквально и решила с ним бороться радикальным образом. В этом году к танцам на льду неожиданно много внимания. Увы, повод не самый радостный. После того, как лидеры завершили, приостановили карьеры, уехали за границу, распались на новые дуэты, чего только не было. В общем, постолимпийский сезон проходил тяжело, и на этом фоне сверхвысокие оценки одного дуэта смотрелись нелепо. Федерация фигурного катания России напоминала известного блогера Виталия Наливкина. Ровно как знаменитый сатирический председатель исполнительного комитета Уссурийска, чиновники ФФККР решили компенсировать отсутствие Виктории Синицыной с Никитой Коцалаповым и Александрой Степановой с Иваном Букиным личными рекордами для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, которые ставили их вровень даже не с Синицыной и Коцалаповым, а с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Какой еще кризис в танцах, если ребята выдают прокаты с мировыми рекордами, даже несмотря на падение? Естественно, такой ход не понял никто, ни фигуристы, ни болельщики, ни журналисты. Судейство не критиковал только ленивый, но Федерация фигурного катания в ответ на критику судейства танцев решила от него отказаться. Как от необходимости ставить оценки Худайбердиевой с Базиным, так и от танцев в принципе. На Кубке Первого канала, который должен стать своеобразным ответом, параллельно проходящему в финском СПА чемпионату Европы, танцевального турнира не будет. Елизавету с Егором пригласили вне конкурса, как и их главных соперников по сезону, и Елизавету Шанаеву и Павла Дрозда. На щедрый призовой фонд они в таком случае уже не претендуют, а другие дуэты и вовсе будут смотреть за праздником спорта по телевидению. 1. Отмена танцевального турнира сняла с организаторов необходимость задавать целый ряд неудобных вопросов. К примеру, когда планируют вернуться в Россию и планируют ли вообще Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Хотят ли вернуться в спорт Синицына и Коцалапов, что теперь будет с Анной Бальморозов и Дэвидом Нарижным. Кстати, не будет на Кубке Первого канала и Александры Трусовой, учитывая непростые взаимоотношения фигуристки с этим медиа. Неудивительно,
Официальной причиной наверняка назовут травму спортсменки. Однако она не мешает серебряному призеру Олимпиады в Пекине регулярно выступать в ледовых шоу. На тех же новогодних каникулах Трусова была на расхват, как и ее возлюбленный Марк Кондратюк. Олимпийского чемпиона из команды Светланы Соколовской на этих соревнованиях тоже не будет, как и молодой звезды ЦСКА Софьи Самоделкиной. Еще из важных потерь Михаил Коляда. Самый противоречивый российский одиночник ранее пропустил чемпионат России. Непонятно теперь, планирует ли Коляда продолжать сезон и карьеру в целом. Снова отмечаем, что проблемы со здоровьем не помешали призеру чемпионата мира выступить в шоу «Волшебник страны Оз». Тем не менее, турнир одиночников интригует. Чемпионат России показал, когда наши парни в отличной форме, от них стоит ждать шоу. В деле все главные действующие лица – и Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александр Самарин и другие. Многое зависит от жеребьевки. Напомним, нас снова ждет разделение на две команды. Интригует и женский турнир. Камила Валиева набирает обороты и наверняка хочет отыграться за поражение от Софьи Акатьевой. Молодая конкурентка, наоборот, доказать свой уровень. Своя мотивация у Елизаветы Туктамышевой и Софьи Муравьевой. Аделия Петросян пропустила чемпионат России и теперь должна отвоевывать себе место под солнцем. Анастасия Зинина, Вероника Еметова и Ксения Синицына, вероятно, просто рады самому факту участия, мало кто рассчитывал, что их пригласят. Еще одна интересная новость. Евгения Медведева попала на презентацию следующих зимних игр в Милане. В Международном олимпийском комитете, наверное, так намекают нам на возвращение России. Отменить российский спорт на международной арене оказалось сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. В лыжных гонках международные соревнования стали откровенно скучными, то же самое можно сказать про фигурное катание. Чуть в меньшей степени пострадал хоккей, где болельщики лишились легендарного противостояния России и Канады. Да и во многих других видах спорта отсутствие наших спортсменов оказалось ощутимым. А ведь Россия – это крупнейший рынок и большие спонсорские деньги. Санкции санкциями, а финансы считать умеют все. Неудивительно, что в последние месяцы пошли активные разговоры о том, как бы вернуть нашу страну на мировую арену в спорте. Высказывались многие, от Баха до Макрона. И вот чемпионку мира и серебряного призера Олимпиады россиянку Евгению Медведеву сделали лицом следующих зимних игр в Милане. Фотография спортсменки оказалась на главной странице в разделе фигурного катания на официальном сайте Олимпиады 2026. Использовали кадры с произвольной программы Медведевой с игр 2018 года. Для оформления анонсов лыжных гонок и санного спорта выбрали фотографии с Олимпиады в Сочи с итальянскими спортсменами, фото которых чаще всего встречаются в анонсах. Очевидно, такие инициативы были предложены не просто так, все-таки речь идет об официальном сайте Олимпиады 2026 года. Вполне возможно, что таким образом в МОК нам намекнули, что Россия должна вернуться к зимним играм в Милане и выступить там в том или ином качестве. Глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайенс ранее предлагала вернуть Россию в нейтральном статусе, так что вполне может быть реализован и такой сценарий. Это можно считать движением в положительную сторону, потому что ранее Международный союз конькобежцев не опубликовал фотографии российских фигуристов в галерее олимпийских чемпионов Пекина 2022 по случаю Международного олимпийского дня. В подборке чемпионку в женском одиночном катании Щербакову заменили на японскую фигуристку Каори Сакамото, ставшую бронзовым призером. В ИСУ заявили РИА Новости, что компания, организованная федерацией, освещает не только олимпийских чемпионов, но и других активных фигуристов и конькобежцев. Понятно, что это простая отговорка, а настоящие причины мы все прекрасно знаем. Сейчас же МОК с помощью фотографии Медведевой в качестве рекламы предстоящих игр четко дал понять, что там совсем не забыли про Россию и рассчитывают на наше присутствие в Милане. К слову, это не первый случай за последнее время, когда лицо российского спортсмена было использовано в качестве промо к крупному международному турниру. Недавно организаторы чемпионата Европы по зимнему триатлону поместили восьмикратного чемпиона мира из России Павла Андреева на афишу соревнований. Если это не сигнал к необходимости о постепенном снятии санкций, то что? Есть ощущение, что такими шагами в Международном олимпийском комитете и в других организациях прощупывают почву и реакцию аудитории. И если все пройдет хорошо, то тогда можно задумываться о других действиях.
Друзья, спасибо за просмотр.